Ну что, друзья, всем огромный привет, меня зовут Фил, это канал Честный Блог, это одно из самых важных сравнений весны 2022 года, потому что мы смотрим на два бестселлера, один в прошлом, другой в будущем. Galaxy A52 мы сегодня сравниваем с Galaxy A53, фото и видео, портретики ночью, все как вы любите, а самое главное максимально честно и очень подробно, чтобы вы прямо поняли. Вот смотрите сейчас, как снимают видео, и у нас, видите, закат, да, например, и солнце на A53, смотрите, оно лучше отработано, чем на A52. На A52 здоровенный такой шар, на A53 такой маленький, скромненький. И посмотрите, A53, например, более контрастная картинка. Видите, трава такая более зелененькая. Небо такое более голубое. У нас на A52, например, небо, посмотрите, оно такое немножко лазурное, то есть оно немного не настоящего цвета. Я прямо сейчас бегу, вы видите, как работает стабилизация. Ну, не лучшим образом, понятное дело, что она работает, но так или иначе. Но это уже сверхширокоугольная камера. Кстати, наверху всегда написан режим, в котором я снимаю. Посмотрите, как здорово солнце выглядит на A53, а на A52 оно гораздо скромнее и засвеченнее. При этом трава на Galaxy A52 сейчас гораздо более зеленая, чем на Galaxy A53. На A53 стабилизация, мне больше нравится все ровненько. Ну и посмотрите, солнце засвечено. А это важно. Динамический диапазон на A53 более хороший. Но на самом деле не все так хорошо с шириком. Мы сегодня это увидим еще по камерам, по фото. Посмотрите здание сзади. Оно засвечено на A52, на A53 хорошо. И я сейчас бегу, а стабилизация в целом неплохая. И на A53 я бы сказал, что она получше. Ну и солнце. Еще раз смотрим на это солнце, классно отработано. А вот это 4К, и здесь совсем все не так радужно, потому что, да, динамический диапазон лучше на A53, чем на A52, вы видите, опять же, по солнцу, но посмотрите, насколько, во-первых, более темная картинка на A53, и как все трясется. Стабилизация у нас есть оптическая на обеих камерах, но при этом все трясется. То есть просто так, 4К вы не поснимаете. Если хотите снимать 4К, тут уже точно надо иметь дополнительную какую-нибудь стабилизацию в ручном виде, или просто быть более аккуратным, так или иначе. Да, 4К, да, достаточно сложно. Ну и я сейчас бегу в 4К, и вообще все очень и очень тяжело. В общем, что вы думаете по поводу дневной съемки на Galaxy A53 и A52? Напишите в комментариях, а мы сейчас перейдем в ночной режим. Теперь смотрим на ночную съемку Full HD 30 кадров в секунду. Просто посмотрите на то, как выглядит плитка. На A52 она, ну посмотрите, просто фактуры нет. На A53 ты видишь просто каждую песчинку на этой плинке. Вот это ничего себе. Вот это продвижение в плане видео. А посмотрите, деревья четкие на A53, а на A52 просто кашица. И единственное, что я вижу на A53, это шумы. Вот такая картинка, да, видите, она немножечко как будто бы шевелится, потому что шумы, да, но в целом детализация просто, во-первых, все гораздо светлее, во-вторых, детализация гораздо лучше, ну и в-третьих, шумы. Шумов очень много на A53, не знаю, можно ли их будет как-либо убрать. В принципе, возможно, какие-то обновления прилетят, что-то изменится. Шумов очень много, то есть по деталям вообще отлично. А52 даже выглядит как-то слишком скромно на фоне А53. Давайте посмотрим на Исаакиевский собор, как он выглядит. Ну вот, А52 опять же такой более зеленый у нас получается. А53 более правильный по цветам, по деталям. Все очень хорошо. Мне нравится, как снимает ночью. Вот, смотрите, газон. Прилично, очень прилично, А53. Молодцы. Ну а это у нас уже 4К. Здесь, конечно же, будут проблемы со стабилизацией, но самое главное, посмотрите, цвета более правильные на 53, нежели 52. Смотрим на картинку. Кстати, по деталям-то 52 неплохо снимает. Посмотрите, например, да, посмотрите, 52 по деталям снимает, вот судя по дорожке, лучше, чем А53. 4К, правда, засвета, конечно, видите, здание правительства сзади слишком засвечено, но оно засвечено на обоих смартфонах. Мне не очень нравятся, конечно же, цвета. На 52-м все какое-то очень зеленое, но 53-й в 4К, честно говоря, снимает не очень. Конечно же, 4К не является главным режимом. Все в основном снимают Full HD, где А53 интереснее. Но да, прикольно. В 4К 52 снимает лучше. Это прямо интересно. А это, кстати, съемка развода мостов. Если вы никогда не были в Петербурге, посмотрите, как выглядят белые ночи и как у нас разводятся мосты. Мне, честно говоря, 53 здесь не очень нравится. И 52-й-то не очень нравится. Посмотрите, как все засвечено. Они вообще не справляются с этой ситуацией. То есть яркие объекты и все, ничего не могут сделать. Либо надо затемнять картинку, либо еще что-то делать.
Оба мне не очень нравятся. Немножко по цветам разные, да, видите, 52-й немножко зеленоватый и такой более оранжево-медный 53-й. Ну что, какой в итоге можно вывод сделать по съемке? Вообще проапгрейдили, да, особенно основную камеру. Есть, конечно, проблема с 4К, странно, что 4К снимает похуже, особенно в темноте, чем на Galaxy A52. Есть вопросы по широкоугольной камере, но насколько проапгрейдили основную камеру, мне это очень сильно нравится, и это перекрывает минусы. Интересно узнать ваше мнение, друзья, что вы думаете по поводу видеосъемки, а я предлагаю прямо сейчас посмотреть на фото. Да, фотки — самое главное, самая сложная вещь. Давайте посмотрим. Я сделал, как всегда, большое количество фотографий. Естественно, у нас и портреты, и ночные, и дневные, и пейзажи, и макро, и все остальное. Я думаю, знаете, начнем давайте с портретов, потому что мне показалось, они очень явно показывают разницу между двумя смартфонами. Вот, например, давайте начнем с этой фотографии. Во-первых, посмотрите, у нас разное разрешение. У 52-го больше, чем у 53-го. Что я вот здесь вижу? Во-первых, я вижу, что лицо на 53-м более правильной форме, чем на 52-м. На 52-м оно, видите, немножечко такое разъехавшееся. На 53-м более правильной формы. Во-вторых, я вижу, что HDR лучше отработал на 53-м, потому что на 52-м у нас больше засветов. Вот эта часть, видите, засвечена. На 53-м нет. Но при этом лицо достаточно темное. Хотелось бы, наверное, чтобы оно было такое же, как и на 52-м. В общем, за счет того, что здесь работает HDR, пришлось затемнить лицо. Но в целом, да, если посмотреть на детали, посмотрите детали волос. О, какие на 53-м, а на 52-м вот. Ну, лицо тоже, посмотрите, вообще как будто бы... даже не то, что не в фокусе, не скажешь, что оно не в фокусе, потому что оно в фокусе, но оно получилось вот таким. А на 53-м, смотрите, какое классненькое. Прям красота. Ну, а вот эта фотография, смотрите, режим HDR тоже на 53-м отработал лучше, поэтому эта зона менее засвечена, чем на 52-м. 52-й тоже неплохо, на 53-й прямо прикольно. Посмотрите, как, например, подсвечено солнце сзади, вот тут, которое за спиной. А на 52-м вот этого нету, да, то есть меньше атмосферности, я бы так сказал. Опять же, лицо более темное получается. Смотрим на детальки. Мне кажется, 53-й хорошо. Слушайте, я смотрел обзоры, на самом деле, сравнение 52 с 53-м, и мне там показалось, что разницы не так много, а вот когда сам делаешь, как всегда, разницу находишь. Ну вот смотрите, например, да, видите, здесь немножко текстура джинсы захватилась, а на 52-м нет. Короче, по деталям 53-й получше, по HDR чуть лучше, единственное, что лицо получается немножко темноватым. И вот здесь тоже, посмотрите, вот он засвет, вот засвечено, все засвечено, на 53-м не засвечено. Это первый момент, на который мы обращаем внимание. Плюс, смотрите, хорошая контрастная картинка на 53-м, на 52-м опять все такое светленькое. Но еще на что я хочу обратить ваше внимание, смотрите, обработка волос. На 52-м, смотрите, вот тут просто все заблюрено, да, видите, вот часть волос, она просто убрана Samsung, чтобы типа не париться. На 53-м Samsung решил попариться. И в итоге вот эти части волос он не блюрит, так как это сделано на 52-м, а пытается обработать. В принципе, получается неплохо. Не идеально, но неплохо. Ну и опять же смотрим на разницу в фотографиях, смотрите, как хорошо. Вот я понимаю, что... Нет, 53-й, конечно, дороговато стоит по сравнению с 52-м даже, но зато как бы и вот, да, ну видите, да, разница стала хорошая. Молодцы, прямо молодцы. Так, ну ладно, это была уличная фотография, а теперь вот дома, например. Вот чего у нас дома. Дома у нас и света мало и так далее. Ну что, смотрите, какие глазки хорошие получились. На 52-м вот здесь уже как бы деталей мало, а на 53-м прямо светятся глазки. Отлично. Причем такой блик, да, как будто бы я подсвечиваю. А на самом деле нет. Прикольно, неплохо. И волосы, посмотрите. Волосы на 53-м и на 52-м. В фокусе, не в фокусе, не очень понятно. Вот, и сзади, посмотрите, на 52-м тут все у нас в шумах каких-то, на 53-м нет. Ну и компьютер тоже, посмотрите, здесь он засвечен, на 53-м, видите? А на 52-м не засвечен. Ну что, неплохо, Samsung, неплохо. Так, тут у нас совсем мало света. Ну вот что, на что смотрим мы, обращаем внимание. Во-первых, на 52-м, посмотрите, лицо красноватое. Ну, не сказать, что как бы в этом есть какая-то проблема, но красновато. То есть мне скинтон на 53-м больше нравится. Честно говоря, по деталям тут я не могу сказать, что 53-й в чем-то выделился. Да, посмотрите, волосы примерно одинаково склеены на обеих камерах получились. Ну, тени, да, немножечко повыше. Но это ладно, ерунда. Что еще можно сказать по этой фотке? Да ничего. Единственное, что лицо на 52-м немножко вытянутее. Посмотрите, на 53-м лицо более широкое. И помните фотографию Александры? Мы смотрели, там тоже было лицо более широкое. На 52-м, видите, оно немножко вытянуто. Это проблема камер, когда мы делаем фотографию на широкоугольную камеру. Ну вот тут как бы оно неестественно немножко вытягивается, а на 53-м более правильное, более широкое лицо. Потому что тут фотка, видите, немножечко
немножечко такая вытянутая. Или наоборот, сжатая просто. Так что вот по геометрии, по искажениям тоже лучше отрабатывает 53. Пока мы 53 хвалим в основном, да, давайте все-таки, надеюсь, будет у нас что-то и плохое про него сказать. Ну, с дневными фотографиями, понятное дело, что нам сложно будет найти какие-то большие отличия. Ну вот у нас гостиница Park Inn. Что на одной фотографии, что на другой, какой-то разницы нету. Обработка примерно одинаковая. Шарпинг, вот эта белая окантовочка. Но вот на 53-м, наверное, этой окантовочки белой чуть поменьше, чем на 52-м. То есть, а обработка не такая агрессивная. Можно ли сказать, что тут деталей побольше? Наверное, нет. Ну, чуть-чуть, да, вот если посмотреть по этим плитам. Ну, вот, как будто бы деталей чуть побольше. Эта фотография сделана на сверхширокоугольную камеру, чуть более светлая на 53-м, 52-м потемнее. Что у нас интересного по деталям? Так, ну чуть более какая-то явная, ну как минимум надпись Park Inn на 52-м получилось. И шумов чуть побольше, видите, в небе шумы, а на 53-м этих шумов нету. Да, деталей чуть побольше, наверное, на 52-м, хотя, ну вот, крайне невелика разница. Еще одна фотография, достаточно сложная и интересная. Солнце. Ну смотрите, вот у нас два разных солнца. Мне кажется, что здесь солнце получше обработано, потому что оно не просто белое, как на 52-м, а на 53-м еще, видите, немножко появляется такой желтый ореол. Что мы еще здесь полезного видим? Ну вот если на дерево посмотреть, здесь вот информации чуть побольше. Если посмотреть на вот эти плиточки, то здесь тоже побольше информации. И на газон, если посмотреть, тоже побольше информации. Та же самая фотография на сверхширокоугольную камеру. Но опять же, примерно такая же история с солнцем. Но вот по деталям, вы знаете, мне больше нравятся детали на 52-м. Это уже вторая фотография на ширик. Сверхширик, и опять же, деталей чуть побольше. Ну, видите, трава, да, она такая менее компьютерная получилась на 52-м, нежели на 53-м. Макролистик. Что у нас? Макро хорошая. На 52-м, посмотрите, как прикольно получилось. Точно получше, чем на 53-м. На 50, ну, вы видите, да? Тут прямо вообще прожилки все видны, красиво получилось. Видите, размытие заднего фона такое тоже прикольное. Это, естественно, не портретный режим, это именно оптическое размытие. На 53-м, честно говоря, послабее фотография. Причем, как бы, гораздо послабее. Ну, макро такая штука, да, где-то дернулась и все поехало. Смотрим еще одну макрофотографию. Здесь опять 52-й получше. Может быть, просто из-за того, что обработки побольше. Сложно сказать. Ну, такая фотка получается, да, немножечко почетче. Немножко. У меня еще вот такая есть макрофотография. О, тут смотрите, как прикольно. Вот как раз-таки работа режима HDR. Посмотрите, вот тут вот это задний план. Вот тут, видите, он светлый на 53-м. А на 52-м его просто там нету. То есть вот эти серые кирпичи, вот они. Но они очень серые. На 53-м они, посмотрите, светленькие. То есть можно заглянуть в глубину кадра. Это прикольно. И сам цветок, посмотрите, он такой более красивого цвета, светлого. А на 52-м немножко такой желтоватый и не очень правильный. Единственное, вот тут вот пересвет, да, сжегся немножко наш кадр, и поэтому вот тут прямо пропала информация, а на 52-м она осталась. Это как бы косячок. Но сама картинка такая более праздничная получилась на 53-м. Ну вот еще одна дневная фотография. В чем разница? Пока ее не так много. Чуть более небо голубое, чем на 53-м. А на 53-м чуть более небо голубое, чем на 52-м. По деталям, ну, примерно, на самом деле, одинаково. Особой разницы никакой не вижу, да, видите? Ну, вот. Ну, может быть, ну, вот тут, да, вот чуть-чуть вот тут есть. Соответственно, если у нас вот здесь чуть-чуть больше деталей, у нас, в принципе, по всему кадру будет чуть-чуть больше деталей. Давайте посмотрим на обработку. Да, одинаково обрабатывается. Видите, вокруг каждого объекта беленьким выделение происходит. Но все-таки на 53-м, видите, да, чуть менее компьютерная все-таки история. Вот тут на 52-м прямо все уходит в пиксели. А на 53-м чуть помягче картинка получается. И ту же самую фотографию мы делаем на сверхширик. Помним, что у нас сверхширик как-то получался лучше на 52-м. И здесь как будто бы тоже. Вот, смотрите, видите, вот здесь у нас потерялась информация на 53-м, а на 52-м вот дерево, оно осталось. Здесь все съедено, вот это прям серые куски, видите, пусто. А здесь на 52-м. Короче, делаем вывод, на 52-м ширик лучше, чем на 53-м. Ну, отлично. Первая плохая новость. А то у нас какой-то прямо слишком позитивный обзор получается. Вот еще, кстати, очень интересная информация. Это 10-кратное увеличение. Посмотрите, насколько лучше. Фотография получается на 53-м, нежели на 52-м. На 52-м у нас полностью развалилась вообще фотография. Посмотрите. Ну, то есть она стала полностью компьютерной. А на 53-м в целом, ну, видно, что это Исаакиевский собор. И в целом это удобоваримая фотография. Ее вот так вот выложил в Инстаграм. И в целом нормально. На 52-м слабенько. И вот еще одно 10-кратное увеличение. Посмотрите, тут прямо можно что-то прочитать. Написано «Дикий». Кто?
Ну ладно, бог с ним. Короче, не очень понятно, кто тут написано. Ну, вы видите разницу, да? Хорошо, 53 по сравнению с 52-м. Хорошо, 10-кратное увеличение, зачет. Вот фотография заката. Тут, кстати, лучше получился закат на 52-м. Ну, я бы сказал так, более живой он получился. Посмотрите, здесь и лучше подсвечена трава, а на 53-м она какая-то такая невкусная. Посмотрите, на 52-м какая зеленая, красивая. И небо, видите, опять же, подкручено как хорошо на 52-м, а на 53-м, ну, как бы так себе. И вот здесь передний план высветлен, а на 53-м нет. Короче, HDR на 53-м здесь сработал не очень хорошо. В целом могу сказать, что пока мне нравится. Сейчас посмотрим еще ночные фотографии и сделаем выводы. Хочу сразу пройтись по ночным показательным фотографиям. Во-первых, обращаем внимание, что в ночном режиме разрешение на камере на 53-м выше. Видите, наверху. А во-вторых, ну, детализация. Смотрите, это у нас ночной режим. Тут вообще было очень темно. Смотрим вот на это дерево. Видите, что на дереве на 53-м гораздо больше информации, чем на 52-м. То же самое можно сказать про землю, про песок. Вот видите, тут есть песок, а тут на 52-м уже все, ну, вот дальше кусты и так далее. Короче, сработал хорошо. Вот такая ночная фотография. Смотрите, тут есть важный момент. Во-первых, эту фотку я выкладывал у себя в телеграм-канале. Вообще, вам рекомендую подписаться на мой телеграм-канал, потому что я уже сейчас выкладываю различные фотографии, видосы раньше того, как они публикуются у меня на YouTube-канале, чтобы вы могли, грубо говоря, получать самый новый, эксклюзивный, специальный материал. Мне интересно. Там с вами можно пообщаться, услышать ваше мнение и так далее. Эту фотографию я выкладывал. Что самое интересное, люди немножко разделились. Я вам скажу, что мне нравится фотография, как она получилась на 53-м. Почему? Потому что на 52-м, смотрите, вся фотка желтая. То есть из-за того, что на желтые фонари, у нас вся фотография получается желто-зеленая. Колоннада желтая, здесь желтая, все желтое, и, ну, как бы мне не нравится. Если посмотреть на фотографию на 53-м, посмотрите, у нас разные цвета и разные оттенки, и все не залито желтым цветом, все не залито желтым и зеленым цветами. Поэтому мне фотография на 53-м нравится. С учетом того, кстати, что тут как будто бы по деталям может быть и меньше обработка, то есть детали получились, я бы сказал так, более явными на 52-м, но фотография в целом мне больше нравится на 53-м, 100%. То есть тут есть разные цвета, это круто. Вот такая фотография на деревьях, очень хорошо проверять уровень детализации. Ствол можно посмотреть и так далее. На самом деле достаточно близко, я могу сказать. На 52-м, кстати, даже такие цветочки, лепесточки получились получше. На 53-м как будто бы осень, а на 52-м как будто бы весна. Видите, да, разница? Это прикольно. Да, здесь фотография лучше получилась на 52-м, это точно. Что скажет широкоугольная камера? Ну, помните, да, ширик у нас на 53-м не очень, и он таким и продолжает оставаться. Видите, не хватает деталей. На 52-м отлично. Здесь тоже 52-й справляется лучше внизу, 53-й все замылил. Ну, короче, точно, можно ставить крестик, маленький такой крестик на ширике 53-го. Эта фотография с двукратным увеличением. Опять у нас все здесь желтое, и цвета есть на фотографии на 53-м. И еще, кстати, у нас был разговор по поводу неба. Я вот что хочу сказать. В Петербурге сейчас время уже белых ночей, поэтому небо таким черным нет. Это неправда. Небо вот такое, немножко синее. Да, тут у нас что-то на 53-м много шумов, но в целом мне, еще раз скажу, нравится фотография за счет того, что 53-й смог побороть вот эту желтизну и сделать другие цвета, более правильные. Более нежная такая фотография получается. На 52-м немножко агрессивная такая, очень много черных частей и так далее. 53-й получше. Если вы хотите одним из первых получать вот такие фотографии, причем их скачать, посмотреть, это все в телеграм-канале, я внизу оставляю ссылочку. Так, есть вот такая фотография. Что у нас тут получается? Опять же, по цветам. Немножко все по-разному. Здесь, кстати, я не могу... Нет, наверное, все-таки лучше по деталям чуть 53-й, нежели 52-й. Смотрите, на 52-м склеились все лепесточки, а на 53-м все-таки есть какая-то небольшая разница между ними. По цветам здесь, видите, тоже немножко все по-разному. Только тут у нас уже 53-й ушел в какой-то медный цвет и очень много шумов на небе. Очень много шумов, и эти шумы надо куда-то убирать. Уважаемые самсунговцы, уберите, пожалуйста, куда-нибудь эти шумы. И еще одна фотография, опять же, очень много шумов. В очередной раз отмечаем. Шумные, да, картинки получаются, смотрите. Неплохо обработано, конечно, все. Сама фотография приятная. Мне больше нравится цвет на 53-м, нежели на 52-м. Такой нежный цвет у нас получается у этого здания. На 52-м очень много обработки, очень много шарпинга. Видите, все линии, они такие, как будто бы немножко
жесткие, продублированные. И из-за этого как бы теряется мягкость фотографии, поэтому мне 53 тут нравится больше. Но шумы мне не нравятся. Надеюсь, их уберут. Так, а вот с этим светлым объектом ни один смартфон не справился. Ни 52, ни 53. На 52 еще у нас и фокуса нет, видите, все разъехалось. 53 с фокусом, конечно, получше, но все очень сильно засвечено. Просто ничего не смогли сделать. А вот если когда делаешь фотографию тапнуть по экрану, то у нас экспозиция немножечко понижается, яркость фотографии понижается. И вот тут уже есть на что посмотреть. Тут прямо хорошо отработана вот эта часть. Посмотрите, как на 53-м нет засветов, а на 52-м здесь все засвечено. И вообще весь мост на 53-м, он такой не засвеченный, а на 52-м он, видите, весь засвечен в белых таких частях. Ну и сама фотка получше получилась на 53-м. Шумы, конечно же, по-прежнему есть, но пока мы от них не избавились. Ну и вот так вот красиво разводятся в Петербурге мосты. Опять же, на небе очень много шумов на 53-м. Здесь небо мне больше нравится на 52-м. И сама фотография такая более контрастная на 52-м. Опять же, шарпинга побольше. Здесь я бы сказал, что мне, наверное, по цветам лучше 52-й. На 53-м как-то все слишком желто-зелено засвечено получилось. Ну и давайте посмотрим на селфи-фотографии. Ого, как у нас HDR отработал на 52-м. Как? Никак не отработал. Вообще. Хотя Samsung на самом деле славится нормальным HDR, но вообще лицо полностью темное. На 53-м оно, конечно, сильно засвечено и выглядит так себе, но сама функция HDR работает лучше. Ничего, нет таких темных участков, и солнце нормально отработано, так что здесь есть с чем работать. 52-й слабо. Еще одна селфи-фотография. В целом получилось неплохо. На 52-м опять более темная, более светлая на 53-м. Здесь, кстати, мы можем уже сравнить детали. И деталей больше на 53-м, это точно. Посмотрите, вот тут точки, видите, видны у моей щетины, а на 52-м они меньше видны, ну, то есть гораздо меньше видны, да, поэтому вот. Вот в этой части все светло, но не засвечено, не пересвечено. И самое главное, может быть, даже, кстати, небольшие пересветы есть вот тут на 52-м. Еще есть вот такой селфи в вечернее время. Здесь фотография, ну, цвет лица мне больше нравится на 53-м, нежели на 52-м. Правда, на 52-м у нас четкая фотография, а на 53-м как будто бы мы немножко в фокус-то и не попали. Но, наверное, все-таки можно получать нормальные фотографии на 53-й, особенно если все будет нормально сфокусировано. Я, по крайней мере, так думаю. Ну, в целом, друзья, что я вам могу сказать? Я доволен. Неплохой апгрейд камеры. Ширик только, да, немножко подкачал. Фотографии на ширик получаются не такими, как на 52-м. Но для меня главная основная камера. Она справляется хорошо и днем, и ночью. И HDR нормально работает. И геометрию лица не так искривляет. И 10-кратное увеличение получается хорошим по сравнению с 52-м. Слушайте, нормально. Апгрейд есть, и это хорошо. Часто такого большого апгрейда нет. Вот что я вам скажу. Но я вот вам сказал такое достаточно позитивное мнение. Если вы заметили какие-то моменты отрицательные, которых я не заметил, напишите, пожалуйста, в комментариях. Это очень всегда важно, потому что я зачастую не могу за всем уследить. Поэтому, если вы в кадре видите что-то, чего я не вижу, обязательно об этом пишите внизу. Ну а я надеюсь, что видео, как всегда, оказалось для вас полезным. Ставьте лайк, подписывайтесь на канал. Впереди много рассказов про А-серию. Это и сравнение с 73-м, и сравнение с флагманами, и 33-м мы будем сравнивать. Короче, много всего интересного, так что обязательно будьте вместе со мной. Внизу, опять же, на телеграм-канал подписывайтесь, и на Дзен тоже можно подписаться. Все, не болейте, всем счастливо и пока.